Здравствуйте, уважаемые товарищи. Меня зовут Жолдуш Тулюмбай. Я на основе варианта Сагынбаева Ружбакова написал пятитомный роман по эпосу «Манас» на кыргызском языке. И издал его. Вот, пожалуйста, вы можете посмотреть на эти книги. Все эти 5 томов у меня передо мной лежат. Затем я свой труд провел через экспертизу Министерства образования нашей республики, и она в настоящее время включена в качестве дополнительного учебного пособия для средних школ, в качестве учебного пособия при изучении эпоса «Манас». Затем я также перевел свой роман на русский язык и также провел его через экспертизу Министерства образования. И мой роман на русском языке в настоящее время тоже включен в школьную программу в качестве дополнительного учебного пособия. Но для того, чтобы еще больше распространять и популяризировать эпос, я открыл специальный интернет-сайт английскими латинскими буквами epos-manas.com. И там, значит, я выставил оба своих труда на русском, на кыргызском языке, пятитомные романы. И кто желает, может там приобрести их. А те, кто хочет книжный, вот этот бумажный вариант, то может приобрести у меня. Правда, сейчас я еще русский вариант своего романа не издал, она готовится к печати. И когда русскоязычное издание будет издано, я сообщу вам дополнительно. Чем отличается, почему я написал свой роман? Дело в том, что наш героический эпос, он очень объемен, состоит из 500 тысяч строк и написан он в стихотворной форме. Освоение такого большого произведения очень трудно, представляет большую сложность не только для школьников, но даже и для взрослых людей. И поэтому интерес к изучению данного эпоса, если не падает, то во всяком случае не возрастает. И, сами видите, сейчас у нас молодежь в основном увлечена сотками, интернет-технологиями и не очень-то стремится читать книги. И в этой ситуации сохраняется опасность того, что наш эпос останется так и неизученным нашими детьми. Соответственно, наше вот это воспитание тоже в этом случае будет хромать, потому что с развалом Советского Союза наша коммунистическая идеология тоже канула в лету. В качестве своей национальной идеологии наше правительство, наше государство выбрало именно эпос «Манас» и его 7 заветов. Но как дети, как остальное население будут принимать в себя, воспитывать себя в духе этих 7 заповедей, если они не читают, а если они не знают эпос, сам эпос, если никто его не прочитал. Поэтому, чтобы помочь им в этом деле, я и написал свой труд. Но чем отличается мой роман от других? Нельзя сказать, что мое произведение единственное в своем роде. В настоящее время, кроме моего романа, существует еще 7 таких произведений. Но в отличие от них, мое произведение полностью охватывает эпос «Манас». И если в одних произведениях других авторов
эпос дан в кратком виде, только как в романе, скажем, Ашима Джакпекова «Теңірі Манас», весь 9-томный, а эпос Манас дан в виде однотомного романа в 345 страниц, 500 страниц, то в моем труде весь эпос поместился в 5 томах. То есть я полностью осветил в своем романе все, что существует, дано в этом эпосе. Я полностью написал от и до. И второе отличие моего труда состоит от других в том, что другие авторы там в своих произведениях просто словами, прозе пересказали эпос. То есть это был обыкновенный пересказ. А я же все это описал в виде романа. Ну, вы сами знаете, что роман, жанр романа подразумевает под собой не только вот это повествование, но также там нужно отображать природу, одежду, быт героев, населения, их мысли. То есть надо полностью раскрыть образ тех или иных героев. Ну вот все это было мною проделано, и тем мой роман отличается от произведений других авторов. Насколько мне удалось воплотить свою идею в жизнь, конечно, судить вам, уважаемые читатели. Но я старался по мере сил сохранить все то богатство и разнообразие красного языка, сочность образов, эпоса, и все это изложить в своем романе. Конечно, это полностью включить эпос, слова эпоса в роман было невозможно, так как в этом случае тоже мое произведение посчитали бы пересказом. И, во-вторых, тогда мой труд состоял не из 5 томов, а может быть из 20 или даже 30 томов. Вот все, что я хотел вкратце сказать вам. Ну а теперь мы продолжим чтение моего романа. После отъезда Жакова Манас и Чегевай стали пасти ягнят. 2 мальчика, быстро найдя общий язык, стали друзьями. Смуглый, худощавый, скуластый, 12-летний Чегевай был старше друга на 4 года. Однако, поняв, что Манас намного сильнее, исполнял все его приказы беспрекословно. Через 2-3 дня после начала работы Манас предложил другу: «Чеге, ты будешь моим витязем, личным телохранителем». «Я согласен», сразу согласился Чегевай, одетый в черный халат. На 7-й день работы мальчикам пришлось менять пастбище. Они до этого пошли ягнят на холме, поросшим зеленым ковылем и расположенным неподалеку от Аила. Заметив, что трава там уже вся выщипана ягнятами, Ошпор велел Манасу на другой день отогнать отару в ущелье Алману. На следующий день Манас и Чегевай, ведя детскую беседу, направлялись в сторону гор. Неожиданно перед ним выскочил огромный черный волк. Он схватил одного из испугавшихся ягнят, бросил его об землю, оторвал у него хвост. «Ой, кто это?» – удивленно спросил Чегевай Манас. «Этот мальчик дурак, что ли?» – разозлился тот. «Или с луны свалился? Как он, живя в селе, ни разу не видел волка?» «Что за глупости ты говоришь?» – зло спросил Чегевай. Как ты можешь не знать, кто это?» «Честно говорю тебе», запинаясь, ответил Манас, снимая с головы старый белый колпак. «Мне раньше никогда не приходилось видеть такую собаку. Я единственный ребенок, поэтому родители не отпускали меня далеко от дома». Успокоил Чегевай. «Тогда понятно. Это не собака, а волк. Если дать ему волю, он перебьет всех ягнят и убежит в город».
чтобы отогнать волка, мальчик стал кричать на него. «Ты что так орешь?» – недовольно спросил монах. «Ну, волк максимум одного ягненка съест и уберется во свояси». «Как бы не так», – разозленно ответил Чегабай. «Волк, если нападет на отару, перебьет всех ягнят до единого». В это время волк, схватив раненого им ягненка, стал убегать. Чегабай с палкой в руке побежал за ним. Волк, увидев это, повернулся назад и бросился на мальчика. Испугавшись, Чегабай повернул обратно и прибежал к Манасу. Ты чего испугался? Потерял рассудок и убежал от волка?» — сердито спросил Манас. «Как мне не убегать?» — запыхавшись, ответил Чегабай. «Если я остался на месте, волк меня съел». «Разве волк может скушать человека?» — еще больше удивился Манас. «Я сейчас пойду к нему, схвачу его за уши, мордой об землю». Когда Манас смело подбежал к волку, тот испугался. Схватив ягненка, он стал убегать. Перемахнув через гору, волк вошел в ущелье между двумя скалами и пропал из виду. «Как я тебе, серым, дам возможность уйти?» — заупрямился мальчик. «Все равно догоню тебя». Манас побежал по следу крови ягненка и остановился около большой пещеры под огромной скалой. Немного замешкавшись, мальчик смело вошел в пещеру. Внутри он увидел роскошь крылатых коней и красиво одетых 40 всадников. Они сидели вокруг скатерти и пили чай из кувшина. Увидев рядом с ними наполовину обглоданного ягненка живым и невредимым, Манас несказанно удивился. «Моего ягненка схватил какой-то волк, и на моих глазах наполовину съел его», — обратился мальчик к сидевшим людям. «А теперь он без единой царапины стоит живой. Куда делся тот волк?» «Эти волки мы», — ответил один высокий, широкоплечий, богатырского телосложения, краснолицый человек, улыбаясь мальчику. «Мы 40 витязей, 40 святых духов. Каким образом сын человеческий может превратиться в волка? Для того, чтобы я успокоился, покажите мне это чудо», — попросил Манас. Краснолицый человек громко расхохотался, встал с места, перекувыркнулся в воздух и превратился в серого волка. В это время в пещеру забежал, тяжело дыша от быстрого бега Чегабай. Увидев Манаса и витязя, он сразу успокоился. Но, увидев в стороне ягненка, которого считал мертвым, живым, невредимым, Чегабай также удивился. «Твое имя Манас», — обратился тогда к ребятам краснолицый человек. «Твоего друга зовут Чегабай. Теперь зови его не по этому имени, а Кутубием. Кроме него у тебя будет еще 39 товарищей. Их имена также нам известны. А теперь нам пора в путь. Нам некогда рассиживаться, ибо мы с Кизыр Ильясом 40 дней искали тебя. Прощай, богатырь». После этого 40 всадников испарились, как будто их никогда и не было. Удивленные такому чуду, два мальчика взяли ягненка за шкирку и вернули их в свои отаре. «Друг», — задумчиво произнес Манас, — «нам необходимо зарезать этого ягненка и съесть его мясо». «Почему?» — утрясил глаза Чегабай. «Те витязи, которых мы видели, в облике волков посягнули на него зубами, а в человечьем обличии тронули руками. И так понятно, что они необычные люди. Ягненок не мог остаться от них невредимым». «А что мы ответим родителям?» — запинаясь, спросил Чегабай. «Скажем, что ягненка утащили волки», — не раздумывая, сразу ответил Манас. Чегабай согласился, после чего они зарезали ягненка. Собрав сухого хвороста, мальчики смогли найти огниво. Когда они стояли растерянные, не зная, что делать, рядом с ними стал проезжать высокий, шелковистый, скуластый, беззубый калмак по имени Баянчор на жирной серой кобыле, погоняя впереди себя 5 бычков.
Увидев зарезанного ягненка, Калмак возмутился и стал ругать мальчика. «Какие вы невоспитанные ребята!» – заорал старик. «Почему без разрешения зарезали ягненка? Я расскажу об этом поступке вашим родителям и возвращусь обратно». Когда он хотел продолжить свой путь, Манас заметил у него на поясе огниво и очень обрадовался. «Стой!» – схватил он поводья колдуна старика. «Дай нам огня!» «Утугумашо, дай!» – выматерился Баянчор. Манасу было известно это ругательство калмака, поэтому он не на шутку разозлился. Мальчик стянул с Баянчора с лошади и швырнул на землю. Старик опрокинулся навзничь, и его пояс с огнивом отлетел в сторону. «Стой! Не убивай этого старика!» Растерянно вскрикнул Чигибай и, подбежав, поднял с земли валявшегося калмака. Манас отнял у старика огниво, нож и пояс. «Какой же ты негодяй, что кроешь матом человека, когда у тебя спрашивают огниво!» – зло проговорил мальчик. «Если надумаешь сделать пакость, расскажешь обо всем моему хозяину Ошму. Хочешь, я прямо здесь зарежу тебя или забью одного из твоих бычков? Пощади меня!» – стал упрашивать Баянчор. «Мальчик, ты чей сын? Ответь мне!» «Зачем тебе знать об этом, старик?» – сердито сказал Манас. «Убирайся по-здоровому отсюда». Перепуганный насмерть старик оседлал коня и поехал к Ошпору. «Погоди, сын Бурута», – мстительно говорил про себя Калмак. «Расскажу обо всем твоему хозяину, и если он тебя не накажет, расскажу обо всем своим сородичам. Они разнесут тебя в пух и прах. То, что такой маленький мальчик издевается над этими стариками, наверное, тоже не понравится». После чего, как Баянчор сбежал, Манас с Чигибаем разожгли большой костер и сварили мясо ягненка. Съев они спокойно разлеглись на зеленой травке, лениво следя за отарой. В это время на это же пастбище пришли 4 мальчиков, пасши овец соседнего Иерусалимата. Увидев 2 чужаков, обосновавшихся у костра, они стали совещаться. «Это пастбище, где должны пастись только наши ягнята», — сказали. «Пойдемте, прогоним тех мальчиков. Если будут сопротивляться, побьем их, заставим плакать, поиздеваемся над ними и напугаем. После этого побоятся снова прийти сюда». Мальчишка храбро подошел к Манасу и Чигибаю. Старший из них, белолицых, черноволосых, полноватых, Айнакул высокомерно крикнул Чигибаю: «Эй, откуда вы взялись? Убирайтесь с нашего пастбища!» «Ребята», — вежливо ответил Чигибай, встав с места, — «зачем вам шуметь, скандалить и орать? Не надо ругаться, лучше садитесь и отведайте мясо. Пусть собаки кушают его». Побледневший от злости Айнакул подбежал к Чигибаю, свалил его на землю, сел ему на грудь. «Господин, спаси!» — галостно закричал Чигибай, повернув голову к Манасу. Тот сразу прибежал на помощь другу. «Эй, негодяй, вставай!» С этими словами мальчик отбросил Айнакула. Разозленный этим, он вскочил с места и ударил Манаса. Когда в ответ Манас ударил его по голове, у Айнакула из глаз потекли слезы. Он потерял сознание и свалился на землю. «Что ты за человек?» Манас начал тащить лежавшего на земле Айнакула за воротник. «Сам пристал ко мне, а теперь валяешься без сознания. По делам тебе. Кем тебе показался мой друг, что ты крыл его матом, да еще стал избивать? Ой, умираю, не тащи меня!» Стал плаксиво упрашивать Манас Айнакул. «Кажется, у меня сломана голова, из глаз текут слезы, я не могу встать с места». Увидев плачевного неприятеля, Манас пожалел его. «Вставай!» — он поднял Айнакул за руку. 3 его друзей, расхрабрившись, решили заступиться за своего друга. 2 из них схватили за руки Манаса, 3-й повис на его спине. «Что вам провалиться?» — разозлился мальчик. «Я помог их другу подняться с места, а они, видишь, нападают на меня». Разгневанный Манас плеснул руками, 2 мальчиков отлетели в разные стороны. Схватив 3-го мальчика, висевшего на спине, за ногу, Манас бросил его об землю. Повалив всех мальчишек на землю,
крест-накрест, он сверху садил Чегебая. Пощади, пощади нас, богатырь. От страха мальчики стали плакать навзрыд и просить прощения. Пощады, говорят, после обеда, рассмеялся монах с плачевным видом. Надо было с самого начала вести себя по-человечески, а не бодаться, как звери. Прости нас, богатырь, заревели ребята. Мы теперь никогда не будем грубить и обещаем вести себя вежливо. Если правду говорите, назовите меня господин, приказал монах. Господин, господин, что измученно закричали ребята. Молодцы, а теперь встаньте и отведайте мясо. Вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Благодарю вас за внимание. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, комментируйте его, задавайте мне вопросы, которые вы хотите узнать по эпосу монах. Репост делайте этого видео. И всячески содействуйте тому, чтобы популяризировать дальше наш героический эпос монах. До свидания, до новых встреч.